Как вы знаете, компания CMF является суббрендом компании Nothing. И сегодня у меня на обзоре их девайс, а именно Bluetooth наушники с активным шумоподавлением и режимом прозрачности, аудио высокого качества, быстрой зарядки, 4 микрофонами с технологией улучшения звука, защита от влаги и пыли IP54, режимом низкой задержки, настройка звучания эквалайзером, отличной автономностью, необычным дизайном, доступной ценой, разумеется, мультиподключением к двум устройствам, сенсорным управлением. И это только небольшая часть того, что из себя представляют наушники под названием CMF by Nothing Buds. Но как дела обстоят на самом деле, сейчас я вам, разумеется, расскажу. Распаковка пришла, коробка в целости. Дизайн коробки обычный, минималистичный, с изображением девайса и его спеками. Комплект скромный, наушники, зарядный бокс, 2 пары сменных амбушюр и краткое руководство пользователя. И все. Не положили даже провод для зарядки, что довольно грустно. Амбушюры стандартного качества за свои деньги, не совсем топорные, но и не самые приятные, что я встречал. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону. Первые 3 месяца будет Poco X6 Pro. Для того, чтобы участвовать в розыгрыше, нужно подписаться на канал с колоколом, поставить лайк любому ролику и написать либо в комментах свою телегу, либо в описании своего YouTube канала свою телегу и, разумеется, подписаться на телеграм-канал скидок. И вы автоматом в розыгрыше. Кто не понял, как это работает, на пользу стрима можете посмотреть, уже розыгрыш был. Poco M6 Pro я отправил, а теперь Poco X6 Pro буду разыгрывать. Перейдем же к наушникам. В продаже на выбор оранжевая, графитовая и светло-серая расцветка модели. Вес и габариты бокса с наушниками вы видите на экране. Звуковод овальной формы с выступом для удержания амбушюр. Имеет обыкновенную сеточку и сносные размеры, опять же, по моему мнению. Форма бокса квадратный, дизайн нестандартный. Бокс выполнен из матового пластика, тактильные материалы приятные. Сборка в целом неплохая, но, к сожалению, у крышки в закрытом состоянии есть люфт. В кармане бокс мешается из-за форм-фактора, не особо он разумный. На корпусе расположили колесико для красоты, которое можно использовать вместо антистресса, но в нем также есть отверстие для крепления шнурка. Это, конечно, не какая-то функция интеллектуальная, но развлекательная. Далее, на корпусе можно заметить разъем Type-C, LED-индикатор, логотип с тиснением на крышке и кнопку сопряжения. Открыть одной рукой бокс можно, при хорошей ловкости рук сделать это просто. Крышка в открытом состоянии фиксируется, шарнир пластиковый, хлопок при закрытии бокса бодрящий. Внутри бокса есть 2 места под наушники с 2 контактами для зарядки. И наименование производителя. Наушники в боксе гуляют, вытряхнуть их с открытой крышкой бокса крайне просто, а с закрытой крышкой бокса вытряхнуть их практически невозможно. Извлекать наушники из бокса достаточно удобно. Переходим к наушникам. Выполнены наушники из глянцевого и матового пластика. Качество сборки отличнейшее. Дизайн стандартный, стоковый, минималистичный. Посадка в ухе плотная, в ушах сидят наушники комфортно, при длительном использовании уши незначительно устают. По факту все практически не ощущаются. Во время пробежки наушники иногда приходится поправлять. Далее, на корпусе расположили 2 контакта для зарядки, логотип, 4 микрофона с технологией Clear Voice и сенсорную панель для управления. Из команд на борту вызов голосового помощника, плей-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова, регулировка громкости, переключение между режимом шумоподавления и режимом прозрачности. Одиночного тапа здесь нет, что избавляет нас от ложных срабатываний. С одной стороны, с другой стороны уменьшает количество функционала. Настроить тапы можно в приложении, на команды наушники откликаются хорошо и быстро, управление удобное. Команды сопровождаются приятными системными звуками. Далее, наушники оснащены динамическими драйверами с диафрагмой на 12,4 мм, состоящей из биоволокна и TPU. Шумоподавление до 42 дБ. Активное шумоподавление работает отлично, приятно поглощает многие посторонние звуки, но появляется небольшое ощущение вакуума в ушах. Режим прозрачности работает тоже отлично, белого шума при включении этих режимов нет. В наушниках вести диалог с собеседником комфортно. Отмечу, что ANC, как и режим прозрачности, без проблем работают с одним наушником. CMF Buds поддерживают функцию Google Fast Pair и функцию Microsoft Swift. Далее, по одному наушники работают, но переподключение с небольшой задержкой. Датчики обнаружения на борту и работают они отлично. Наушники автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Полноценный мультипоинт на борту. Наушники можно подключить одновременно к 2 устройствам. Далее, емкость аккумулятора зарядного кейса 460 мАч, а одного наушника 55 мАч. Полный цикл зарядки бокса занимает 1 час 25 минут, а наушников от бокса не больше 55 минут. Беспроводной зарядки нет, отыграли наушники на 75% громкости по кодеку AAC без включенного ANC, отличный 6 часов 46 минут, а с боксом данная пара может прослужить до 32 часов. Все, конечно, зависит от сценария использования, но в основном так. 10-минутная подзарядка наушников дает около 1 часа 30 минут прослушивания музыки в тех же условиях. Далее, водонепроницаемость есть только у наушников стандарта IP54. Я окунул их в воду, чего
чего вам не советую, разумеется, делать. По итогу они работают. На звучании, на функционале или на микрофонах вода не повлияла. Летим дальше. CMF by Nothing Buds подключается к приложению Nothing X. Интерфейс у приложения удобный и простой. В приложении мы видим заряд каждого наушника и бокса, предустановленные эквалайзеры, настроенные совместно с Dirac. Также можно настроить эквалайзер вручную. На настройки наушники реагируют хорошо, но, как вы могли заметить, эквалайзер урезанный, а хотелось бы видеть 10-полосный кастомный эквалайзер. Но в целом не все так плохо. Для многих данный способ покажется удобным и простым. Далее есть настройка тапов, переключение между режимом шумоподавления и режимом прозрачности, включение-выключение датчиков обнаружения, режим низкой задержки, поиск наушников. Возможно включить-выключить функцию мультипоинта и функцию ультрабас, с помощью которой можно увеличить или уменьшить объем баса, используя уровень от 0 до 5. За данную функцию отдельное спасибо. Многим она будет полезна. Обновить же прошивку в приложении также можно, и у меня обновления уже прилетали. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3. Из кодеков на борту только AAC и SBC. Связь со смартфоном держит стабильно хорошо, через одну стену, и две стены не отваливаются. С включенным игровым режимом задержка на YouTube не ощущается. Такая же ситуация и в играх. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны отрабатывают хорошо, посторонние шумы поглощаются и шума ветра особо нет, но в итоге мы имеем искажение голоса. В целом для данной ценовой категории достойно. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов CMF Buds, и сейчас я в Лувре, в Абу-Даби в Лувре, не во Франции. И вот так вы сможете разговаривать с собеседником, здесь довольно ветрено, но ветер не очень сильный, по волосам видите. В целом уши очень порадовали, безумно удобно. Я не знаю, как объяснить, но очень удобно. Звучание громкости однозначно достаточно. Я прослушал музыку на громкости около 60%, звучание с акцентом на низкие частоты. Бас здесь мощный, плотный и глубокий. Высокие звучат выразительно, середина проработана с достатком, но лично мне данное басхедное звучание при длительном прослушивании доставляет дискомфорт, уши слегка уставали от звучания. Если выставлять громкость выше 65%, начинаешь ощущать вибрации на перепонках. Что касается остальных моментов, инструментал различим, но не весь и не во всех композициях. Мне звучание данной модели понравилось, оно однозначно подойдет большинству людей, но мне нравится более сбалансированное звучание для повседневного прослушивания музыки, а вот для тренировок CMF Buds отличная пара. Минусов нет, кодеков высокой четкости, хотелось бы полноценный кастомный эквалайзер в самом приложении, а не где-то там. Нет беспроводной зарядки бокса, акцентированный бас, он, конечно, на любителя. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Всем, кто подпишется на этот YouTube-канал, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Резюмирую, плюсов гораздо больше, чем минусов. CMF by Nothing Buds имеют необычный дизайн, хорошее качество материалов, защиту от пыли и влаги, приятное приложение, хорошие режимы шумоподавления и прозрачности, режим низкой задержки. И если вы любитель яркого баса, то, учитывая стоимость, девайсу однозначное да. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.